Россия угрожает эскалацией Великобритании и США. Украина уже сегодня может получить разрешение бить дальнобойным западным оружием по территории России. О нюансах этого решения говорим сегодня с Давидом Шарпом, военным аналитиком из Израиля. Давид, здравствуйте. Альбина, здравствуйте. Сегодня Джо Байден должен провести переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером о возможности предоставить Украине бить западным дальнобойным оружием по территории России. Путин тем временем пригрозил войной и Британии, и США. Сейчас это выглядит просто как сотрясание воздуха. Или на Западе все же до сих пор прислушиваются вот к этим так называемым заявлениям? Не то чтобы войной пригрозил, однако намекнул на не очень хорошие последствия. И упоминая слово «войну», тем самым очевидно, что речь идет о разного рода силовых акциях и, возможно, диверсионных и так далее. На Западе, безусловно, если бы на Западе абсолютно не принимали в расчет то, что говорит Путин и действия России, то давным-давно все разрешения дали, причем неограниченно и гораздо дальше, чем то, о чем мы сегодня говорим. В Западе принимают эти заявления всерьез, и я считаю, что дело даже не в том, что в ошибочности или излишней осторожности подхода. В конце концов, если стать на место условного западного политика, понятно, что есть какой-то мизерный риск эскалации с Россией, а значит и мизерный риск ядерной войны. А ядерная война — это, в отличие от какого-нибудь боевого столкновения, катастрофа. И ради избежания катастрофы они, мол, проявляют осторожность. Но сами же со временем, снимая вот эти барьеры, которые они же сами выставляют, эти лидеры, в общем-то, расписываются в том, причем раз за разом это происходит. Если мы смотрим в ретроспективе о поставках, на поставки вооружения Украине, на те или иные разрешения, в итоге барьеры снимаются, но со значительным опозданием, и ничего серьезного или существенного, того, чего боялись, не происходит. Это еще раз показывает, что эти барьеры, многие из них были абсолютно искусственными, их можно было не выставлять изначально. Но, тем не менее, никуда вот этот подход не девался. И, на мой взгляд, ошибкой является еще то, что вот эти все обсуждения вокруг принять решение, не принять решение, то есть даже уже когда оно на повестке дня, неделями это муссируется в прессе, делаются заявления, и это дает России дополнительный шанс вот еще раз поугрожать. То есть приняли бы, да, вот в тайне, не то что в тайне собрались, да, но обдумали на каком-то этапе, решили бы, что да, надо отдать Украине какое-то ограниченное, а, видимо, речь идет об ограниченном разрешении, дали и без лишних обсуждений, слива в прессу и недельных муссирований это разрешение даже тайно передали, без всяких заявлений, а там по факту прилетит ракета, все поймут. Вместо этого неделями об этом разговаривают, Байден склонен, Байден не склонен, английский премьер поедет туда. В итоге дают и Путину, и России новый шанс попугать Запад снова, в том числе и публичными заявлениями. Иди знай, может быть, дают даже, чтобы пойти чуть-чуть на попятный. Но что делать? Это вот та политика и та стратегия, которой Запад придерживается, хотя бы двигается вперед как-то, и это уже плюс. Ну вот по поводу того, что вы говорите, Байден принял, Байден не принял решение. Нью-Йорк Таймс пишет, что Байден может дать зеленый свет на использование именно Storm Shadow, британских ракет. Но по поводу Атакамс все же до сих пор идут вот эти вот колебания. И якобы Байден должен принять окончательное решение вот именно после сегодняшней встречи. Насколько важно для Украины получить решение именно насчет атакамсов? Может быть, это решение, там, скажем, должно быть принято по поводу там GLSDB? Может быть, по поводу какой-то другой номенклатуры ракет? Почему важно именно атакамсы? Во-первых, важно все. Любые дополнительные возможности, безусловно, имеют значение. Атакамс, если мы говорим о вариации, даже 160 километров в кассетном исполнении и тем более 300 километров в унитарном, это серьезнейшие бонусы для Украины в плане точности и в плане дальности. Потому что по дальности Украины, конечно, есть собственные ресурсы в виде беспилотников. Если мы исходим из того, что баллистика полноценная и крылатые ракеты только на подходе,
еще, видимо, несколько месяцев до того, как единичные экземпляры появятся на поле боя, то у украинцев нет возможности поражать цели на дальностях более 70-80 километров, ну, то есть мы говорим сейчас об установках «Хаймарс», поражать их точно и крупными боеголовками. Если не исходить из диверсионных действий, опять-таки массовых налетов беспилотников. Вот Атакамс дает эту возможность. Кстати, в отличие от Storm Shadow ракета воздушного базирования завязана на воздушные носители, у нее особенная боеголовка проникающего действия. Поэтому, когда мы говорим об Атакамсе, есть возможность обойтись без самолетов, что очень важно, потому что самолеты — это подготовка к вылету, это риск его потерять, это то, что ему нужно атаковать цель, не приближаясь уже очень сильно к воздушному пространству России. Атакамс дает дополнительное количество боеприпасов на эту дальность, несколько иную боеголовку и возможность выстреливать их из установок «Хаймарс», что само по себе очень важно. Эти установки курсируют вдоль всей линии фронта, готовность их к стрельбе, насколько я понимаю, высока в режиме реального времени, так что возможность поразить важнейшие цели на территории России на глубине за 200 километров — это очень серьезная возможность. Тут Россию ждут и потери серьезные, по всей видимости, при открытии огня данными боеприпасами, либо Россию ждут не только потери, но и необходимость перебросить свои важные объекты, вывести их из-под удара и прикрыть их в любом случае. То есть и то, и другое требует серьезных дополнительных мер и сложностей. Поэтому все это важно. Что касается GLSDB, как оказалось, этот боеприпас очень и очень сырой. Вот такие вот бывают разочарования. Очень сырой, неустойчив к радиоэлектронике, к противодействию радиоэлектронной борьбе, то есть, по всей видимости, его можно применять, либо его должны усовершенствовать, либо применять там, где эти меры противодействия не особо включены. Ну и, конечно же, дальность. Этот боеприпас 150-160 километров, а классическая ракета «Атакамс» в унитарном исполнении — это 300. Но, как мы видим из историй о колебаниях Байдена, американцы намерены действовать пошагово. То есть англичанам дадут разрешение, дать разрешение Украине вроде так, если верить последним сообщениям прессы, а с Атакамсом будут ждать то ли какого-то снова события со знаком минус, а, как правило, это становилось триггерами к разрешению на поставки и снятие барьеров, будь это удары, не дай бог, по украинским городам, либо, как было с разрешением на использование западного оружия, захват части в Харьковской области, либо, возможно, до выборов, потому что американцы, конечно же, сейчас главная задача нынешней администрации, так они это видят, это не задача с моей точки зрения, это задача, как они ее себе ставят, ни в коем случае не навредить перед выборами и не делать резких движений. До выборов осталось совсем немного. В то же время мы видим, вы заговорили о беспилотниках украинских, мы видим, что российская противовоздушная оборона, она не особо справляется, судя по тому, сколько прилетов происходит на России в последнее время. Как вы оцениваете мощности российской ППО в тылу? И если будет у нас это разрешение, то придется ли россиянам перебросить там часть их ППО с фронта, чтобы закрыть тыл? По поводу результативности ударов беспилотниками, это, кстати, касается ударов в любой войне и любой страны. О эффективности ПВО можно говорить, ну, скажем так, по двум параметрам. Во-первых, главный параметр на самом деле — это удалось ли защитить некую цель, либо предотвратить прорыв средств воздушного нападения на свою территорию. То есть может ситуация быть такой, к примеру, что некий объект пытаются защитить, и удалось сбить 90% целей. Но если объект был уничтожен, можно ли, с одной стороны, вроде бы ПВО отработало результативно, а с другой стороны, можно ли говорить о том, что оно выполнило свою задачу? По всей видимости, нет. Более того, атакующая сторона, я сейчас абстрактно очень выражаюсь, атакующая сторона знает, что ПВО противника может действовать довольно эффективно и планирует свою атаку, в том числе исходя из того, что очень много боеприпасов, допустим, атака осуществляется беспилотниками, будет перехвачена. Но задача атакующей стороны — доставить такое количество, что даже если перехватят 95%, чтобы оставшиеся 5%
выполнили задачу. Поэтому ответ здесь должен быть ответ, чтобы дать, насколько и когда эффективно сработало ПВО, можно дать, только зная многие обстоятельства. Но если мы видим, что какой-то объект важный был поражен, пример, яркий пример, если мы говорим о России, например, военные аэродромы и случаи, когда удавалось уничтожить даже самолеты или повредить самолеты или склады с боеприпасами на земле на аэродромах. Или другой пример, поражение нефтеперерабатывающих заводов с соответствующими эффектами, нефтебазы. Очевидно, что ПВО не справилось полностью. Когда беспилотники долетают до Москвы, а, допустим, там сбиваются уже в районе Московской области, то здесь можно говорить о том, что как минимум частично налицо проблема. Явно российское командование, когда когда-нибудь задумалось об обороне своей страны, я имею в виду ПВО, исходило из того, что вражеские боеприпасы будут долетать до Москвы, а если они на пути к Москве бы решили кого-то атаковать или какой-то другой объект, то получается, тот объект бы получил сполна. В общем, по результатам можно судить, но тем не менее мы не знаем цифры, не знаем процента перехвата, и также мы не знаем, какие задачи ставили украинское командование. Например, если задача была уничтожить 5 объектов, а удалось уничтожить 1, а задача минимум была уничтожить 3, то получается, вроде бы и потери россиянам нанесли, но задачу минимум не выполнили. Вот. И, соответственно, Россия, скорее всего, справилась с задачей минимум своей. Это я лишь привожу некоторые совершенно абстрактные примеры, чтобы показать, насколько иногда сложно судить со стороны, не обладая данными. И наоборот, если 3 из 5 целей поражены, то задача минимум более чем выполнена, и тогда ПВО не справилась. В общем, в любом случае, ПВО России близко не герметично по объективным и субъективным причинам, и нет повода считать, что это что-то изменится кардинально, но отказывать им в том, что они учатся, что они совершенствуют тактику и возможности свои, безусловно, было бы неправильно. Касательно применения ракет «Атакамс» и «Storm Shadow», гипотетического пока, безусловно, если это разрешение будет получено, России придется кое-что переосмыслить, потому что вдруг очень большое количество объектов, ну скажем, 200 плюс километров, окажется, в том числе и очень важных, окажется под ударом. И здесь им придется предпринимать, нет, ну конечно не то чтобы придется, можно ничего не предпринимать, но тогда последствия могут быть фатальными. Так вот, если они решат предпринять, а я предполагаю, об этом мы уже слышали, что кое-какие меры принимались заранее. Эти меры будут включать, видимо, и эвакуацию какого-то рода объектов, например, аэродромов или самолетов с аэродромов, усиление прикрытия ПВО тех или иных объектов. А раз усиление прикрытия ПВО, это по правилу Тришкиного кафтана означает, что откуда-то эти системы заберут. Причем заберут их, скорее всего, из важных направлений тоже. И здесь уже налицо определенный выигрыш для украинцев. Потому что если менее прикрытыми станут какие-то объекты в районе фронта или боевые порядки, то этим, конечно же, можно воспользоваться. Ну и, конечно же, есть еще такого рода действия, как размельчение объектов. Ну, допустим, если речь идет о складе, то один большой склад можно раскидать по 10 малым, но это добавит серьезные сложности. Можно попытаться построить срочно какие-то укрытия, которые защитят какой-то объект, но это уже маловероятно. Тем более, когда мы говорим о Storm Shadow ракетах с проникающей боеголовкой. В общем, последствия будут разнообразные. Если они не предпримут усилия для защиты объектов, которые окажутся под ударом, то их ждут серьезные проблемы. И ПВО, переброска ПВО для охраны для защиты этих тыловых объектов, это одна из опций, по всей видимости, наиболее очевидна. Вот то, о чем вы уже заговорили, Россия, пока идут вот эти вот колебания, давать, не давать Украине разрешение бить дальнобойным оружием, перемещать свои военные объекты вглубь России. Вот как по-вашему, насколько серьезно это вот сказывается на логистике российской и влияет ли это каким-либо образом на ситуацию на фронте? Я имею в виду то, что военные объекты, склады, аэродромы перемещаются дальше от линии фронта. Ну, вот давайте начнем с аэродромов. Это наиболее простая ситуация. Предположим, они в самом деле аэродромы, которые окажутся в зоне поражения, предположим, они перебросят оттуда авиацию боевую куда-то подальше.
Скорее всего, вряд ли у них есть аэродромы, ну, может быть, где-то есть, которые прямо находятся за линией поражения условной. Видимо, придется еще дальше перебросить. Какие это сложности создает? Ну, во-первых, надо создать на тех аэродромах, куда перебросят, если ее нет, инфраструктуру по обслуживанию самолетов. Потому что одно дело домашний аэродром той части, где она базируется, другое дело где-то в другом месте. Это раз. Во-вторых, конечно же, дальность полета, дальность вылетов и время нахождения в воздухе увеличивается. Это определенные неудобства. Иногда это меньше времени над целью находиться, или, скажем так, либо меньшая боевая нагрузка, ну и большая трата ресурсов и большая трата топлива, естественно. Но если мы говорим о том, что самолеты перебазировались всего на 100-другую километров назад, вот эти факторы, о которых я говорю, они действуют каждый в какой-то степени, но сказать, что это прям приведет к какому-то решающему, или не то что решающему, а суперсущественных проблемах для российской авиации, то все же было бы неправильно. Добавляется проблем, добавляется каких-то лишних вызовов, но это не что-то кардинальное. И вот если бы пришлось перебазироваться далеко назад, так что в буквальном смысле невозможно взять нагрузку, либо необходима дозаправка в воздухе и так далее, вот это было бы уже очень существенным влиянием. Так мы можем говорить о частичном влиянии. Касательно логистики, это, конечно, нужно смотреть по каким-то конкретным объектам. Тут еще тоже же вопрос, почем разрешат бить, потому что, как мы слышим, если разрешают, то вроде бы это будет ограниченный список. Иди знай, возможно, какие-нибудь объекты, скорее всего, связанные с топливно-энергетическим комплексом, будут вне игры в этом плане. И, соответственно, их особо, может, России, конечно, стоило бы побеспокоиться все равно, а вдруг дадут разрешение, а вдруг украинцы нарушат запрет, иди знай. Но в любом случае здесь важны всякого рода нюансы. Логистика, если какие-то большие склады или узлы, логистические узлы придется перебросить назад, если склады разбрасываются, размельчаются, то, что я говорил, да, это усложняет логистику. В итоге в логистике какая может быть проблема? Либо большие усилия на то, чтобы реализовывать вот эти логистические цепочки. Что значит больше усилия? Больше автомашин, больше человеческих ресурсов, то есть траты. Многое упирается в конце концов в траты. Значит, если придется нести большие траты, это минус. Если дольше ехать придется и меньше возить, теоретически за большого расстояния, это тоже определенный минус. Но в итоге все упирается в логистике, все упирается в неких нормах и количествах, которые части в районе линии фронта или не только линии фронта получают. Если в определенный отрезок времени воинские части российские получают свою норму столько, сколько и раньше, то значит их действия никак не пострадают, по большому счету. Если при этом для того, чтобы эту самую норму Россия идет на большие затраты и большие усилия, ну вот да, вот здесь определенный минус. В итоге, насколько все эти вещи важны, можно будет понять, ну, грубо говоря, нужно считать в денежном эквиваленте. Если эти усилия – это дополнительные траты на десятки миллионов долларов или сотни в месяц, сотни – это вообще уже очень много, ну вот тогда да, это серьезный фактор. А если не очень, то и не очень. А с другой стороны, боевые действия и успех в боевых действиях складывается из массы составляющих. И если ты хоть какой-то минус для противника создал, а для себя хоть какой-то плюс, это уже на пользу. Ну вот, опять же, разрешение бить вглубь территории России, там действительно есть ряд нюансов, те, которые вы озвучили, и те, которые озвучил накануне Владимир Зеленский, там и ограничение километража, и возможность бить тем конкретно оружием, которое нам предоставили, ну и так дальше. Как вы оцениваете вот эту вот политику неэскалации? Это все-таки политика неэскалации Запада и чисто политическое решение, или же это какая-то стратегия конкретная Запада, как они видят помощь в этой войне для Украины? Я не являюсь сторонником подхода, согласно которому Запад вот эти те или иные ограничения дает, чтобы Украина не преуспела на поле боя. Это, конечно же, это политическое решение, но являющееся частью вот этой вот осторожной, суперосторожной стратегии, о которой мы неоднократно говорили. Боязнь эскалации с Россией, боязнь тех... Ну, слово «боязнь», оно может не очень красивое и не очень хорошо, не очень политкорректно звучит. Давайте говорить опасения. Существенные опасения, на мой взгляд, чрезмерные.
связанные с тем, что Россия, и в первую главную очередь, Россия ядерная держава, с которой даже более сильные ядерные державы, как Соединенные Штаты, намного более сильные, причем и с точки зрения ядерного потенциала, все равно не хотят иметь дело, не хотят рисковать даже мизерно. Там ведь тоже и американцы, и лидеры других западных стран прекрасно понимают, что несмотря на вокальные угрозы со стороны России, я уже не говорю про твиты Медведева и так далее, в России еще больше на самом деле, если не потеряли минимум здравого смысла, еще больше, чем американцы, должны опасаться столкновения с НАТО во всех отношениях. Конвенционального, потому что Россия намного слабее в принципе, еще и увязла в Украине так, что оголены границы, а последние резервы в виде уголовников и кого угодно бросаются на фронт, это конвенционально. Да и неконвенционально тоже, естественно, там понимают. И я вас уверяю, что у России нет преимущества в неконвенциональном оружии. Но Россия пользуется сполна вот этим подходом «держите меня семеро», который можно еще назвать более интеллигентно ядерным шантажом. Стратегия нынешней администрации – это максимальная осторожность. Каждый раз задним числом они отказываются от определенных самоограничений, фактически показывая, что их же осторожность излишняя. Сейчас мы прямо в процессе, видимо, вот этого самого очередного частичного отказа англичанам разрешат, сами подождут, список целей, что тут сказать. Но продиктовано это именно, в моем понимании, ничем иным, как опасением эскалации и каких-то теорий заговора или происков каких-то вот таких вот в крайне негативном понимании этого слова, на мой взгляд, искать не нужно. Тем не менее, негативное влияние такая сверхосторожная политика имеет, в этом нет сомнений. Ну вот, говоря о политике неэскалации, в том числе и в связи с тем, что все дальше залетают российские дроны. И они нарушают воздушное пространство сейчас уже балтийских стран, Польши, Румынии. И пока, ну вот шутки ради стоит сказать, что сбивал дроны только Лукашенко на своей территории. Да, вот как Ситуация... Да, прошу. Ситуация, конечно, частично было бы смешно, если бы не было грустно в некоторых моментах. Ну, то, что, кстати, Лукашенко сбивал или пытался сбивать, я уж там не знаю, насколько успешно, это неудивительно. Когда на твоей территории кружит потерявший управление дрон с взрывчаткой, а даже без взрывчатки, то желательно, чтобы он не упал на населенный пункт или на что-то важное. По поводу западных стран ситуация, она двоякая. Тут на самом деле есть и вот этот элемент нежелания эскалации. То есть никто не хочет перехватывать дрон прямо над украинской территорией, либо над самой ленточкой, что называется. Вдруг окажется, что он упадет над украинской территорией, тогда это будет как бы вмешательством в ход боевых действий. Но над собственной территорией, что называется, сам Бог велел. Правда, есть некоторые «но». Если я не думаю, что когда дрон залетает на территорию страны X, я не думаю, любой можно из вами перечисленного списка назвать, я не думаю, что здесь уже есть какой-то элемент боязни эскалации. Сбить дрон в 5 километрах над своей территорией, тем более в 25 километрах над своей территорией, это уже не будет проявлением какой-то, даже при самой осторожной политике, это не будет и близко проявлением какой-то, назовем это, агрессивности в отношении России. Значит, но здесь у них все равно есть опасения действовать у самых границ, а дальше в дело вступают, как я это вижу, уже разного рода технические законодательные моменты. Во-первых, вроде бы как сейчас, и это я адвокатом дьявола сейчас пытаюсь быть на самом деле, потому что мой бы подход был таков, что пытаться в том числе и ради тренировок, и ради того, чтобы избежать каких-то последствий, сбивать самолеты, сбивать беспилотники, проникающие в собственное воздушное пространство в приоритетном порядке, и даже предпринять ради этого важные меры, серьезные усилия. Но у них надо понимать, что еще есть, летает где-то и гражданская авиация, и какая-нибудь спортивная, и сельскохозяйственная. И поэтому нужны некие решения, которые позволят избегать риска ради прикрытия, как принято говорить, пятой точки. Наконец, есть и чисто оперативные возможности. То, что дроны, они же ведь прекрасно понимают, по крайней мере, что до сих пор, либо, может быть, Россия пробует их на зуб, запускает иногда дрон, чтобы проверить реакцию, либо это случайные залеты.
И они понимают, что они не являются целью. И поэтому держать средства вдоль границы, держать 24/7, серьезные дорогостоящие средства, например, самолеты F-16 истребители должны быть в полной готовности 24 часа, 7 дней в неделю, с летчиками чуть ли не в кабине, причем переброшены желательно в район границы, так, чтобы взлететь и немедленно догнать беспилотник противника и как-то его поразить. Это я сейчас говорю о технической составляющей. Если такого подхода нет, то тогда нужно многое менять. Зенитно-ракетные комплексы. Это не значит, насколько я полагаю, что вдоль польской границы расставлены зенитно-ракетные комплексы, которые, опять-таки, в боевой готовности 24/7 ждут своего часа. Скорее всего, или предположу, что ничего подобного нет. Чтобы перейти на такой режим, тоже нужно пойти на разного рода затраты и меры. Опять-таки, мирная жизнь идет в это время. Ну, залетел беспилотник, вот так я выражаю в качестве адвоката дьявола. Случайно залетел, ну, где-то и упал. Вот, собственно, такие подходы. То есть, есть законодательный момент, чисто военно-технический, все та же боязнь эскалации. Но, что вам сказать, взять пример, вот я вам приведу пример атаки, иранской атаки на Израиль в апреле этого года, когда атака носила комбинированный характер, крылатые ракеты, беспилотники и баллистические ракеты. Ну, баллистические ракеты почти все исключительно Израиль принял на себя, а крылатые беспилотники летели через Ирак и через иорданскую территорию в сторону Израиля. И вот здесь все участники, так сказать, прямые и косвенные, это и Израиль, и американцы, и британцы, и французы, и иорданцы, всем, кроме того, что это было важно с политической точки зрения, стратегической, по разным причинам помочь Израилю в перехвате беспилотников и крылатых ракет, да тут все еще и потренироваться очень хотели. Вот она возможность вперед, что называется. И даже французы, которым несколько французских и несколько британских самолетов, от которых это мало что зависело и ничего особо нужно было, и сами иорданцы, все с радостью, в том числе и с точки зрения проверить в деле своих военных, как они вот с такой угрозой справляются, очень активно поучаствовали. Так что мой бы лично подход был бы, будь я в той или иной стране, которая сталкивается с такого рода вызовами, был бы несколько иным. Подход был бы искать возможности перехвата, при этом, по сути, никакой эскалации от этого бы не было, но эти возможности перехвата связаны с применением разного рода мер, и эти меры стоят денег и стоят кое-каких усилий. 49 украинцев сегодня вернулись домой из российского плена, ну и 49 уехали российских оккупантов также на Россию. Мы видим, что обмены военнопленными участились в последнее время, там, по сравнению еще с тем, как это было полгода назад. Как вы оцениваете? Вот недавно был месяц Курской операции, определенные итоги подводились. Если не брать цели и какие-то задачи украинского военно-политического руководства, вы вот как военный аналитик, как оцениваете эту операцию и какие у вас есть прогнозы по Курщине? Прогнозы операция, на первый этап операции, это, собственно, наступление с учетом того, насколько высокий степень оперативной и тактической внезапности был достигнут. Операцию можно расценить как очень успешную. Был осуществлен прорыв, фактически разгром линии обороны российской, занята значительная территория. Естественно, это имело огромный моральный эффект и политический эффект, и другой. Но далее, вот на этом локальном этапе все, за исключением, может быть, каких-то отдельных атак, где куда-то слишком далеко зашли, попали в засаду и так далее, здесь все было глобально успешно. Однако цыплят считают по осени во многих делах. И здесь, конечно, в тот момент, когда украинское командование и руководство не решило, что мы провели этот большой рейд и быстро выводим силы, значит, ставятся уже другого рода цели. И цель это может быть длительное удержание территории. Я, кстати, не уверен, несмотря на то, что это озвучено, не уверен, что так оно и есть. Возможно, все равно собираются отвлечь силы и достаточно быстро уйти. Это мы посмотрим по ходу событий. Но в тот момент, когда ставятся уже другие далеко идущие цели, то делать выводы просто рано. Как мы понимаем, отвлечь с Покровского направления силы российской армии не удалось. Я не знаю, был ли такой план. То есть надежда на это, вероятно, была. Но если бы в этом были уверены, вот мы, кстати, говорим о целях, когда мы говорили о
ПВО, насколько успешна деятельность атакующих и обороняющихся. Вот здесь тоже интересный момент. Если украинское руководство ставило своей целью, подчеркиваю, целью, не надеждой, а целью, что мы атакуем, и с Покровска россияне уведут силы, тогда это был ошибочный расчет. Очень очевидно, что этот расчет был ошибочный. Надеяться можно, рассчитываешь, это то, что будет задача минимум. Задача минимум — это то, что убрали силы с неких других второстепенных направлений. То есть поэтому вот мне интересно, я думаю, что такого рода надежда была, но в качестве задачи минимум это не стояло, потому что это и не зависело от украинцев, что уберут с Покровского направления или не уберут. Если бы украинская наступательная операция носила гораздо более глубокий характер, стратегическую опасность создала для России, то, вероятно, тогда Россия бы осталась перед безвыходной ситуацией, вынуждена была вывести войска с Покровского направления. Сегодня же у них выбор был, и они выбрали, мы видим, какой они выбор сделали. Так что очень многое будет зависеть от дальнейшего хода событий, какие будут усилия украинцами, если решатся удерживать территорию, какие резервы ради этого перебросят, как это отразится на других участках фронта. Какие силы откуда продолжит перебрасывать Россия? Успешность этой операции, если она продолжится. Поэтому некие промежуточные участки, промежуточные этапы можно оценить как успешные. Это если мы берем без увязки с другими направлениями. Но насчет других направлений очевидно, что под Покровском и в других местах те силы, что задействовали под Курском, пригодились бы, очевидно, и принесли бы какой-то эффект. Однако украинское командование и власть действовали осознанно. Это не было спонтанным решением. Они долго рассчитывали ситуацию, понимали, видимо, те проблемы, то есть, грубо говоря, жертвовали фигуру, что называется, ради неких достижений. Хочется надеяться, что они рассчитали правильно, но, как я уже говорил, еще на данный момент окончательные выводы делать рано. Касательно чисто военных действий на уровне микро, вот этот вот начальный этап и главный операции в Курской области, естественно, выглядит успешно. Давид, спасибо вам большое за вашу аналитику, за то, что нашли время присоединиться к нашему стриму. Давид Шарп, военный аналитик из Израиля, был гостем этого стрима.